Всем привет! Хочу начать новый влог. Мы наконец-то добрались до Аргентины. Собственно, находимся сейчас как раз в жилье, которое снимаем. Я потом уже прикреплю рум-тур попозже, потому что нужно будет разобрать все вещи. Я еще не успела это сделать до конца. Вот, пока что только часть раскидала вещей по полкам, разобрала чемоданы. Вот, поэтому, в общем, когда немножко приведу все в порядок, уже сниму рум-тур. Вот. Сегодня у нас, кстати, планируется УЗИ, первое УЗИ в Аргентине. Посмотрим, как это будет происходить. Вот. Но сегодня, на самом деле, такой достаточно печальный день, потому что погода просто отвратительная. Вот, там дождь. Вот мы уже находимся, получается, третий день в Буэнос-Айресе. Вот. С погодой сегодня нам не повезло. Вот. Тем не менее, мы уже успели купить кучу различных продуктов. Вот наш холодильник забит. Я сейчас буду как раз делать завтрак. Покажу, собственно, что у меня будет на завтрак. Пока немножко сложно разобраться с тем, что лучше брать, что совершенно бессмысленно, потому что есть большое количество различных товаров, но там, допустим, где-то добавлен сахар. Вот. Я не очень люблю, когда добавлен сахар, поэтому, в общем, приходится заморачиваться в плане выбора. Вот. И по качеству пока тоже не совсем понятно. Уже появляются некоторые минусы, с которыми пытаешься справиться, чтобы комфортно, чтобы твое пребывание было здесь комфортным. Вот. Но на это, конечно, уходит достаточно большое количество времени. Вот. В плане каких-то впечатлений о городе пока еще не могу ничего сказать, потому что мы не так много гуляли. Мы больше пока что занимались именно каким-то обустраиванием. А так мы поселились в районе Палермо. Очень удобно, что здесь все рядышком находится. У нас прям буквально в 3 минутах парк. Вот, поэтому я этому несказанно рада. Буду где как раз погулять с коляской потом. Вот, и в принципе очень удобно, что ты можешь спокойно выйти, пройти буквально минуты, тоже 3, и будет лавка с фруктами, с овощами. Они здесь ужасно дешевые, просто вообще. Так как я, в принципе, люблю овощи и фрукты, вот, для меня это, конечно, большой плюс, потому что ты можешь, особо не заморачиваясь, не напрягаясь, купить все, что тебе хочется. Вот, и приготовить. Тут достаточно популярны вот такие вот чайнички, их можно найти как раз в продаже в фото. Вот, у нас один из них, пока что тоже привыкаю к нему. Все-таки мне кажется, что электрический гораздо удобнее. Очень часто, когда я арендую жилье, у них есть вот такие вот кофемашины. Мы уже купили фильтр, как раз сейчас будем первый раз пробовать, собственно, сделать здесь кофеек. Пока что не знаю, как ей пользоваться. Буду сейчас разбираться, потому что такая кофеварка у меня была очень давно, в детстве. Вот, вообще не помню, что с ней делать. Вот, но я так понимаю, что здесь просто ставишь фильтр, засыпаешь кофе, и, собственно, кофеек спускается сюда, ну, то есть как фильтр кофе получается, и она просто периодически подогревается. Вот, в общем, посмотрим. Ну и буду делать себе еще тост. Вот, так что как-то так. Еще купила себе вот такую вот штуку, очень вкусная. Если вы вдруг оказываетесь в Аргентине, обязательно покупайте, потому что это что-то невероятное. Здесь такая, как бы, получается, ягодка внутри, малинка, и все это еще вот в таком шоколаде. Вот, очень вкусно. Нужно вот сейчас достать, если планирую через где-то час это схомячить, то нужно вытащить, чтобы оно немножко разморозилось и, собственно, наслаждаться. Вот, поэтому я планирую сейчас как раз достать, чтобы тоже у меня на завтрак как что-то сладенькое было. Вот такая вот вкусняшка. Вот. Помимо тоста я взяла себе попробовать вот такой вот, сейчас он сфокусируется, вот такой вот йогурт. Особо не смотрела на состав, на самом деле, в данном случае, вот, но он выглядел привлекательно, поэтому решила попробовать. До этого я брала кокосовый такой, просто классический йогурт, еще тоже его не пробовала. Вот, в общем, буду искать что-то, что мне, собственно, понравится, что будет таким более натуральным. Вот, ну и, собственно, потом уже посмотрю состав. Вот. Не всегда бывает время как раз именно разбираться с составом, потому что у меня муж не любит долго ходить по магазинам, вот, а я очень люблю все изучать.
Взяли вот такие вот фильтры, сейчас я попробую их заправлять. Вроде вот как раз есть даже картинка, как это сделать. Буду разбираться. Относительно кофе у меня тоже пока что эксперименты. Вот такая вот упаковка. Придется искать опять же таки свой кофе, потому что приходится обычно перепробовать несколько, чтобы понять, что же все-таки нравится. Потому что в каждой стране все это как бы индивидуально, все отличается. Вот поэтому, в общем, начнем с этого. Дальше посмотрим, вообще будет ли кофе именно в самом магазине, который будет нас устраивать. Вот, потому что в кофейнях, в принципе, я тоже себе приметила. Там, где нам понравился кофеек молотый, у них продается в упаковках. Вот можно будет тоже взять попробовать. Вот сейчас буду заваривать. А сейчас единственное без понятия пока что сколько сыпать. Что в это дело пошло. Выглядит это как-то вот так. Посмотрим, как будет на вкус. Еще для молока мы купили вчера вот такой вот капучинатор. Дома я привыкла, что у нас вообще в принципе кофемашина профессиональная. Вот, поэтому сейчас я хочу кофе с молоком все-таки. Предпочитала дома я обычно пармалат либо русское молоко. Вот здесь взяла попробовать пока что вот такое вот. Посмотрим, что оно из себя представляет. Может быть, все-таки буду тоже искать какой-то другой вариант. Собственно, сейчас залью сюда. Здесь эта штука работает на батарее. Поэтому очень удобно, можно, в принципе, делать такую тоже яичницу. Вот, сейчас буду взбивать. Вода закончилась, и я понимаю, что, в принципе, все готово. Я хочу, чтобы еще вот здесь остатки тоже они дошли. Вот, а так, на 2 чашки, я думаю, что как раз нам хватит. Может быть, даже больше будет, что здесь такие маленькие чашечки. Итак. В общем, я так понимаю, что лучше наливать вот по эту полоску, которая показана, чтобы как раз был на 1 чашку. Вот я хотела сразу на 2, поэтому взбивается гораздо хуже. Вот, а так я думаю, что должно взбиться получше, чтобы была прям пенка. Вот, но это уже, видимо, будет завтра. Кстати, вполне себе ничего. Вот. Я еще купила себе вот такую вот корицу. Тоже искала ее по магазину. Не смогла найти корицу. Вот, так что сейчас еще немножко добавлю корицы. Корица, кстати, прям вот огонь. У нее невероятнейший просто аромат. Вот, я все время заказывала на iHerb как раз большую такую упаковку, вот, потому что там пока что для меня была самая лучшая корица, действительно, как бы натуральная, вкусная, настоящая. Вот здесь видно, что, по цвету, собственно, что это не какая-нибудь кассия, а действительно корица. Вот, и аромат, конечно, я не знаю, жаль, что он не передается через камеру, вот, потому что он нереальный. Тост у меня будет просто с сыром и помидорками. Я взяла попробовать еще вот такой вот творожный такой сыр. Вот, но он больше как, на самом деле, Филадельфия. Как бы из плюсов, что здесь нет сахара. Вот единственное. А так, сейчас покажу, какой он внутри. Вот я буду все-таки искать другой, потому что этот мне не очень нравится. Вот внутри он больше похож, знаете, на такую какую-то смесь творожную, как будто какой-то типа больше сливочный, наверное, сыр, да, типа как будто какая-то виола, вот, но при этом больше все-таки такая творожистая виола, вот. Не могу сказать, что мне прям вот зашло, вот, но буду искать другой вариант. Вот, мне больше нравится, конечно, чтобы такой сыр был как творожок, вот, но, в общем, буду доедать пока что этот. И любой сыр, который бы вы не взяли, в принципе, у них, что в магазине, что в каком-то специальном, специализированном магазинчике, вот, он будет невероятно вкусный. Вот даже такая обычная вроде упаковка сыра, вот, он здесь очень вкусный. Собственно, мой завтрак, вот такой вот бутерброд. Кстати, помидоры очень вкусные. Если в Москве я, допустим, обычно заморачиваюсь с поиском помидорчиков, и у меня есть одна излюбленная фирма, где прям они такие сладенькие, вкусненькие. Вот здесь вот просто в обычной лавке вот такие вот черри, они действительно идеальны просто. Сейчас начну тоже, попробую йогурт, вот кофеек. В общем, как-то так. И, кстати, я покупала, мне как-то привозила знакомая тоже из Аргентины вот эти вот
их такие достаточно известные сладости. Вот, мне очень понравилось, они с вареной сгущенкой. Вот, и я взяла как раз тоже попробовать в шоколаде. И вот такие вот беленькие. Шоколады мне так, не так, чтобы очень зашли. Вот, мне кажется, может быть, нужно поискать другую какую-то фирму, другой вариант. Вот, а беленькие, они хоть и вот так вот ужасно крошатся, просто у вас все будет в этих крошках, вот, но они очень вкусные, действительно. Что будем пробовать йогурт, пахнет пока непонятно, в составе много сахара. Сама консистенция, она такая крахмалистая, сахар чувствуется, варенье тут абрикосовое, но тоже сладковато. Ну, в принципе, если вы любите сладкий йогурт, то вам должно зайти. Вот, мне не очень нравится консистенция, вот, но сахар для меня лично все портит. Вот, буду искать все-таки другой вариант. Ну, как выглядит внутри? Вот, откроем крышечку, здесь как раз показана инструкция, что стоит хотя бы час подождать, и потом ты будешь счастлив. Вот. И, собственно, сами вот эти вот конфетки, вот они выглядят вот так вот. Достану одну. Вот просто такая, как бы, субстанция в шоколаде. Вот как-то так это выглядит. И то, что внутри. Ну что, сейчас хотя бы перестал лить дождик. Вот, поэтому будем выбираться. Так вот сейчас выглядит на улице. Там вот фруктовая лавка. Движение активное. Вот, посмотрим. Надеюсь, что дождик не польет. Но в любом случае нам нужно купить зонтик, поэтому мы потихоньку пойдем, где-нибудь раздобудем зонтик как раз. Пока мы прогуливались до клиники СУЗИ, я проголодалась, и мы зашли вот в такой вот милый ресторанчик. Заказали ризотто, было очень вкусно. На обратном пути мы купили клубники, она здесь очень дешевая и вкусная. Килограмм, вот, например, стоил в районе 100 рублей. Вода у нас нагревается вот таким вот котлом, и не успели мы как бы здесь пожить несколько дней, как он уже вырубился. Вот у нас, собственно, нет горячей воды. Так что будем разбираться еще с этой проблемой. Так, у нас уже вечер, я буду закругляться. Увидимся в следующем влоге. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть немножко за тем, как проходит мой день.